Приветствую всех, с вами Максим, и сегодня у нас на обзоре электрогриль DeLonghi CGH1012D. По соседству с ним на моем столе стоит Tefal OptiGrill Plus, и наш обзор не обойдется без некоторой доли сравнения с ним. На моем канале уже выходил подробный обзор на Tefal OptiGrill Plus, многим это видео понравилось, для многих оно оказалось полезным. Рекомендую к просмотру всем. Тема с DeLonghi поднялась именно там в комментариях, они были следующего содержания. Мистер Бургер, лучше DeLonghi гриль взять. Проверим. Варвара Иванова. Купили DeLonghi 1030. Не сравнить с Tefal. Сравним. Еще один комментарий прочту. Сделай своими руками. Обзор отличный. Спасибо. Но у меня вопрос по выбору. Какой купить? Tefal или DeLonghi? Там на 180 открывается, да и пластины больше. Смотрю обзоры, каждый кулик свое болото хвалит. А как оно после года хотя бы понять, что сломалось, какие недостатки? Сразу отвечу про Tefal. Ничего не сломалось, и за время исполнения своих прямых обязательств электрогриль недостатков не проявил. Но тут важно понимать, этот гриль я купил в подарок своей маме, и основной критерий выбора заключался в его простоте. Мне очень понравилась идея, что здесь можно нажать на какую-нибудь кнопку, и индикатор тебе показывает. Вот зеленый, желтый, красный. Ориентируйся на цвет, вытаскивай, когда нужно. Немного приноровившись к этой системе, мы его успешно используем до сих пор, все нормально. Теперь DeLonghi. Этот гриль я уже купил для себя. Не потому что я чем-то недоволен, в принципе мог бы взять и проверенное устройство, но с точки зрения любопытства и с точки зрения деятельности, которую я веду на YouTube, интересно было бы пощупать побольше устройств, чтобы понять, чем они отличаются и в чем их преимущество друг перед другом. Как справедливо заметил пользователь «Сделай своими руками», две эти модели практически одинаковы в цене. Но при этом он перечисляет ряд особенностей, которые выгодно отличают DeLonghi перед конкурентом. Будем разбираться, заодно у вас появится возможность составить представление об устройствах, их возможностях и сделать вывод, какой из них вам больше подходит. С автоматическим управлением или с ручным. Как заведено на моем канале, рассмотрим внешний вид и конструкционные особенности, проверим устройство в деле и в конце сделаем выводы. Так как сегодня мы в некоторой степени сравниваем эти два устройства, любой пацан вам скажет, что в первую очередь нужно узнать, у кого длиннее шнур. У DeLonghi на пару сантиметров длиннее. Этот вопрос закрыли. Подробнее о Tefal я уже рассказывал в своем обзоре на него. Основные конструкционные особенности сводятся к тому, что нагревательные элементы расположены под углом. И жир естественным путем стекает в поддон, который расположен в передней части гриля. На ручку вынесены элементы управления, которые состоят из автоматических опций и ручного режима. Опыт использования показал, что степень готовности данным грилем определяется исходя из выбранной опции, начальной температуры продукта, а также его толщины. У DeLonghi наклон пластин не предусмотрен. Контейнер для сбора жира располагается сзади, он вставляется в паз. На пластинах в этом месте предусмотрен жироотвод. Внутри это выглядит так. Но давайте его сразу на 180 раскроем, чтобы продемонстрировать. Вот тут справа есть небольшая ручка, которая позволяет нам раскрыть его до конца. И тут сюрприз! Мы видим, что к DeLonghi 1012D идут в комплект две пластины с разным рисунком – гриль и плоская. С одной стороны это дает больше возможностей, но с другой стороны, чтобы получить зажарку в полосочку с двух сторон, мне придется переворачивать мясо. Ну либо подавать продукты полосочками вверх. Пластины снимаются нажатием на кнопку и также достаточно легко извлекаются. И вот тут уже становится заметно, что пластины немного потолще, чем у Tefal. А кроме того, в корпусе отсутствует нагревательный элемент. Давайте сравним. Вот так внутри выглядит Tefal. Пластина относительно тонкая, по ощущению примерно миллиметр. А вот так выглядит DeLonghi, а вот их пластина. Нагревательный элемент находится сзади. По сути, он представляет собой одно целое с пластиной, и таким образом тепло передается наиболее эффективно. Насколько я понимаю, этот механизм безопасно мыть даже в посудомоечной машине. По толщине, по ощущениям, здесь миллиметра 2. Пластина потолще, по увесистей. Устанавливаются пластины просто и в одном, и в другом случае. Аналогично нижней пластине снимается и верхняя, и на ней также видим встроенный нагревательный элемент, и ее толщина также по ощущениям миллиметра 2. Отсутствие наклона нагревательной поверхности у DeLonghi избавляет от необходимости нанесения специальных противоскользящих шипов, как у Tefal, но при этом обещает более простой процесс приготовления перекатывающихся продуктов, таких как сосиски, например. Качество работы жироотвода оценим в процессе использования.
Панель управления вынесена на переднюю часть гриля, автоматические программы отсутствуют, но зато есть возможность более гибкой настройки работы гриля. Слева направо расположены кнопки включения-выключения, регулировки таймера и два реле, регулирующие температуру. Реле слева отвечает за температуру нижней панели, реле справа за температуру верхней панели. Поворачиваются плавно, максимальная штатная температура 230 градусов. Но посередине каждого из реле мы видим кнопку Sear. Это слово можно перевести с английского примерно как «очень жестко обжарить». В режиме Sear пластины нагреваются до температуры до 270 градусов. В комплекте к DeLonghi идет вспомогательный инструмент для чистки, на котором есть насадка для гриля, как видим, она идеально подходит, и насадка для плоской поверхности. Похоже на скребок для лобового стекла автомобиля. К Тефалю вспомогательных инструментов не предоставляется. Я использовал покупную щетку. Чтобы вернуть DeLonghi в полузакрытое состояние, достаточно поднять крышку, и все автоматически защелкивается. Также у DeLonghi есть функция неполного закрытия. Для этого нужно приоткрыть гриль, защелкнуть на необходимую толщину и вот таким образом его оставить. Это может быть полезно для того, чтобы создать эффект духовки. Возвращается в исходное положение обычным открыванием и закрыванием. Всего есть 3 положения. Для этого переводим в режим гриль и считаем. 1, 2, 3. Это максимальный зазор, около 5 см. Разница в ширине пластин двух грилей одной ценовой категории. Tefal 32 см, DeLonghi 37 см. Вот такие входные данные. Приступаем к готовке, затем к выводам. В обзоре на Tefal я приготовил очень много разных блюд, поэтому в этом обзоре мы будем в основном готовить на DeLonghi. Но сейчас я их хочу запустить одновременно, потому что мне интересно, кто из них быстрее разогреется до максимума. Ну и в особенности мне интересно, насколько режим Sear и 270 градусов повлияет на качество приготовления стейка относительно 255 градусов на Tefal. Буду использовать 2 одинаковых стейка из мраморной говядины, которые я предварительно замариновал в масле с солью и с перцем. На DeLonghi, как видим, нагрев раздельный для верхней и нижней пластины, вот здесь нижняя, вот здесь верхняя. На дисплее меняется температура с поворотом ручки. Одинаково. Я задаю Sear, то есть режим повышенной температуры, как для нижней, так и для верхней пластины. А для Tefal выбираю стейк. Нажимаем ОК. Гриль DeLonghi нагрелся первым, удивительно. Значит, загружаем в него кусок мяса и постараемся воспользоваться таймером. Поставил на минуту 50, потом переверну, посмотрю, что там получится. Тут же прогрелся OptiGrill, оба гриля уложились в 5 минут. В случае с Tefal никакого таймера не нужно, я ориентируюсь на световой сигнал. По опыту лучшие стейки получаются где-то между желтым и оранжевым, нужно поймать момент. Tefal уже на желтом, на DeLonghi тем временем подходит 2 минуты, давайте посмотрим, как там вообще. Офигеть! Просто офигеть! Буквально еще, не знаю, секунд 10 и надо его доставать. Оповещение о том, что 2 минуты прошло. 2 минуты готовим стейк. Но это все, это финиш. Посмотрите на это. Это отлично прожаренный кусок мяса всего за 2 с небольшим минутки. Здесь тоже нужно доставать. Вот так справляется со своей задачей Tefal. Тоже неплохо. И в том и в другом случае даем мясо отдохнуть. Минут 8 подержу, потом разрежем, посмотрим, что получится. Еще я подсек фишку, что таймер выключает гриль. То есть мне не нужно было еще дополнительно нажимать на кнопку стоп. По жиру. У Tefal жир, как видим, стекает вниз в поддон. А еще обратите внимание на форму пластин. Вот этот загнутый заусенец не дает жиру выпрыскиваться далеко вперед. Сзади тоже никаких брызг и подтеков не видно. Каким-то образом он справляется с изоляцией от жира. На DeLonghi, как видим, подобные заусенцы отсутствуют, и поэтому жир разбрызгивается за пределы пластин. Мы его можем наблюдать на корпусе прибора, на ручке и, уверен, что на столе. Однако определенное количество жира все-таки стекло в поддон. В нем есть некоторое количество жира, поэтому некоторая степень продуманности здесь имеется. Когда мы открываем верхнюю пластину, жир с нее стекает в поддон. А у Tefal, кстати говоря, он может капать на стол, поэтому закрывайте крышку. Tefal
DeLonghi. Думаю, что все согласятся с тем, что оба гриля справились со своей задачей прекрасно. Ем мясо с гречкой, конечно же. Ну что, чисто по корочке, вот так вот на первый взгляд, ощущение, что DeLonghi справился лучше. Температура выше, соответственно, корочка более такая темная, насыщенная. Вообще, думаю, теперь стейки только на гриле буду делать. Очень хорошо получилось. Ну а с результатом от Tefali я уже знаком. Стейк на должном уровне, кое-какая корочка на нем имеется, полосочки зажаристые с двух сторон. Поэтому с чисто визуальной точки зрения вы можете сами сделать вывод, что вам нравится больше. Следующий набор продуктов – баклажан, грибы, купаты. Баклажан мою, нарезаю шайбами и солю. Грибы у меня будут работать над ошибками. На этот раз купил большие, чтобы не заморачиваться с большим количеством. Разрезаю их пополам и мариную с бальзамическим уксусом, с солью, с перцем и небольшим количеством масла. Также сюда очень хорошо подойдут итальянские травы. Купатам даю второй шанс. В прошлый раз я сделал вывод, что их лучше готовить в духовке, особенно когда их много. Но сейчас у меня небольшое количество и попробую их вкусно приготовить на гриле. Разогреваю гриль на 230. Заодно посмотрим, сколько это займет по времени. Позвонили по работе, пришлось забрать телефон. Нижняя поверхность нагревается быстрее верхней. Нижняя нагрелась за 4 минуты, верхняя за 5 минут. Выкладываем баклажаны. Поставлю общее время приготовления 4 минуты, но через 1,5-2 посмотрю, что происходит. 2 минуты прошло, пахнет овощами, и посмотрите, как температура работает. Я их сейчас поверну в крест по растиранию полосочек, вот так, и еще немножко подержу. Я люблю, когда овощи прям прожарены получше. Между делом, кстати, пока ждал, скачал себе приложение от DeLonghi, и у них, оказывается, есть здесь рекомендации по приготовлению. В общем-то, они рекомендуют готовить баклажаны 5 минут. Но я задавал 4, поэтому подержу 5. Вот это уже нормально. Грибов я в этом приложении не могу найти. Может быть, дело во мне или что, но их просто нигде нет. Так что будем ориентироваться сами. Выкладываю грибы. Шесть минут для них поставлю. Надеюсь, что не сожгу их, как в своем прошлом видео. На примере толщины шампиньонов видно, что в принципе DeLonghi вместительный. Крышка позволяет. Посмотрите, как много воды в них. И вот так они начинают выглядеть через 4 минуты. Но в принципе я считаю, что это приемлемо. Как бы небольшая зажаристая шляпка. Можно, кстати, по ходу дела уменьшать температуру вот таким вот образом. И, например, задавать не 200, а 180. Вот вам, кстати, лайфхак. Если вы будете что-то готовить и перекладывать на фольгу, расстелите эту фольгу перед грилем. Ну, по корпусу видно, что происходит разбрызгивание за его пределы, так хоть на фольгу будет попадать. Вытаскиваю грибы спустя 6 минут, я таймер поставил немного позже. Посмотрите, какая красота. Сейчас они еще в фольге отдохнут и будет прям прекрасно. По колбаскам, кстати, совет от производителя разогревать до 200 градусов и готовить 18 минут. Давайте последуем его советам. Так, с гриля убираю образовавшийся нагар и буду готовить в соответствии с советами производителя. Дело в том, что когда я тестирую какую-либо технику, мне важно воспроизводить сценарий ее использования, который задумывал этот производитель. И только в таком случае я могу сказать, справляется эта техника или нет. Потому что если я что-то делаю неправильно, можно какие-то вопросы и ко мне предъявить. Шаг 2. Нужно их, по идее, повернуть боковинкой вверх, но у меня не особо получается. Ну и ладно. Что повернулось, то повернулось. Ближе к концу приготовления мне уже больно смотреть и слушать, как они там умирают у меня и сохнут, поэтому считаю, что их нужно доставать раньше времени под свою ответственность. Вот наш результат. Грибы, кабачки, купаты. Если кто-то скажет, что гриль слабо нагревается, то я вас спрошу, куда больше.
Как видите, колбаски за это время полностью приготавливаются. Вообще любые колбаски. У меня здесь одна говяжья, одна свиная и одна куриная. И все полностью готово. И все сочное. Баклажаны очень мягкие. Грибы, шампиньоны, они имеют свою текстуру такую, то есть их приятно пожевать тоже в каком-то смысле. Но их тоже можно есть, они тоже полностью готовы. Шампиньоны вообще можно есть практически сырыми, но просто это будет не так вкусно. Поэтому никогда не верьте времени приготовления продуктов, которые указывает производитель грилей. Конечно, он будет вам указывать время, за которое продукт высохнет полностью, но при этом его будет безопасно съесть. Их ведь иначе могут и засудить, да? То же самое касается электрогриля от Tefal. У него тоже есть датчик приготовления, но он позволяет просто ориентироваться. Не нужно доводить все прям до максимума. Нужно ориентироваться на продукты, смотреть, когда они уже готовы, но еще остались сочные. Ну вот и здесь я сейчас снял на 2 минуты раньше и надеюсь, что будет вкусно. Это офигенно. Поэтому беру назад все свои плохие слова про купаты и шампиньоны на гриле, которые я наговорил в обзоре на Tefal OptiGrill Plus. В большом количестве, наверное, удобнее в духовке действительно, но в небольшом очень вкусно и так можно приготовить. Хорошо. В комментариях под прошлым обзором у людей возникал вопрос, как чистить гриль. Но когда я записывал, честно говоря, я даже не думал, что такой вопрос может возникнуть, потому что это достаточно просто. Корпус прибора я протираю влажной бумажной салфеткой. Никаких специальных средств не использую. Салфетки и воды хватает. И протирать нужно каждый раз после каждого применения. И сверху тоже. Я не знаю, каким образом сюда попадает жир, но если его не убирать, крышка со временем станет липкой, такой жирной, неприятной. Но когда жир свежий, он удаляется легко. Пластины я мою мягкой стороной губки с небольшим добавлением моющего средства. Если что-то удалить не получается, я использую либо щетку, но сейчас у меня здесь щетки нет, либо вот так вот салфеткой прохожусь, просто вот пальцем, и счищаю все, что не счищалось до этого. Вот так делаю я и имею чистую панель. Кстати, должен заметить, что полоски гриля на Tefal расположены друг к другу ближе, и поэтому пластину от Tefal чистить сложнее. Здесь, видите, даже пальцем туда сложно пролезть. На DeLonghi они расположены более свободно друг относительно друга, и чистить намного легче. Ну а плоскую панель промывать еще легче, это ее преимущество. Кстати говоря, давайте проверим комплектный скребок. Вот посмотрите, на панели остаются, бывают, такие пригаринки. В принципе, помогает. Сейчас еще немножко усовершенствуем эту схему. Я беру салфетку, немножко наношу на нее моющего средства и вожу скребком. Поверхность прекрасно очищается. Ну вот, панель чистая. А перед следующим рецептом хочу обратить ваше внимание на свой небольшой канал. Я начал его вести еще будучи студентом в общежитии, и с тех пор стараюсь повышать качество материала от видео к видео вплоть до сегодняшнего дня. Не всегда все идет гладко, когда сталкиваешься с непониманием, отсутствием поддержки, нехваткой времени, отсутствием реакции на видео. Но я все равно продолжаю записывать на своем энтузиазме. Сейчас я нашел свое место в обзорах на технику, на рецепты. Бывает, готовлю что-нибудь интересное от себя. Если вам нравится то, что вы видите на своих экранах, подпишитесь на канал. В дальнейшем всегда можно отписаться. Но сейчас это будет для меня большой поддержкой, воодушевит и вообще будет много значить для меня. Заранее благодарю. Продолжаем. Следующий рецепт. Готовим шаверму. На нее уже даже есть спрос, и я даже сделал заготовки. В первую очередь я замариновал курицу, используя мякоть бедра. Я выдавил в нее сок половинки лайма для кислинки и легкого размягчения. Посолил, поперчил, добавил немного острого чили перца, перемешал с растительным маслом. Ну а потом все-таки сбегал в магазин, купил приправу для курицы и добавил. Все-таки вкус шавермы у меня ассоциируется с такой легкой куриной приправкой, поэтому нужно было добавить. Картофель я вымыл, почистил и порезал не пластиками, а параллелепипедами, для того, чтобы площадь приправленной поверхности увеличилась. Затем добавил приправу для картофеля, очень вкусная, кстати, немного красной паприки и перемешал с маслом. Соус замешал на основе майонеза. Добавил только соль, 3 зубчика чеснока и сок от оставшейся половинки лайма. Приступаем к готовке. Первым пойдет картофель. В первую очередь хочу ознакомиться с рекомендациями производителя. Нам советуют поставить ребристую пластину наверх, но я этого делать не буду, потому что потом замучаюсь переставлять горячие пластины обратно для курицы. Готовим как есть. 230 градусов 7 минут.
Прогреваю до 230. Загружаю картоху. 7 минут, да, там было? Но это значит максимум. Дольше, чем 7 минут готовить не нужно. Смотрим. Ух, ё-моё. Подпалилась даже, можно сказать. Ну, посмотрим, как она будет на вкус. Тем более, видим, что большая часть картофеля не почернела. Я ее еще заверну, чтобы она здесь дошла у нас. Я протер гриль и теперь его поставлю разогреваться на режиме Sear для того, чтобы пожарить курицу. Картошка, кстати, на самом деле пахнет очень вкусно. Выкладываем. Ух. Я ее только положил, а запах уже как у готовой курицы. Но по дымогану видно, что гриль достаточно серьезно работает, и видно, что она вся жарится там равномерно. Отдельно отмечу, как мне приятно, что вся курица поместилась. Не в пример Тефалю, это идеальная вместимость. Я поставил 18 минут, но на самом деле думаю, он справится быстрее. Через 7 минут переверну. А вот что в это время происходит сзади гриля. Жироотвод показывает, для чего он создан. Прошло 7 минут, давайте перевернем. Блин, ну посмотрите на нее. У меня уже создается впечатление, что она готова. Я ее подержу еще 1 минуту. Ну, глядя на такой результат, я вам скажу, что DeLonghi это очень хороший гриль. А пока мясо отдыхает, я подготовил салатную часть шавермы. Огурец нарезал кусочками по четверть шайбы. Из помидора вычистил водянистую часть, оставшуюся мякоть нарезал. Ну посмотрим на самое главное уже наконец. Вот оно, сердце шавермы, зажаристая курочка. Понятное дело, что она полностью готова. Попробуем кусочек. Очень вкусный получился маринад, но по ощущениям ее можно готовить минут 5-6. Тогда она получится еще сочнее. Но в случае с шавермой в любом случае это не имеет значения, потому что мы будем иметь дело с очень тонко нарезанными кусочками, по аналогии с теми, которые срезаются с большого вертикального вращающегося шампура. Идеально. А это главный компонент соуса. Без него вообще никак. Осталось только собрать. Мои умения скручивать оставляют желать лучшего, поэтому первый у меня еще получился туда-сюда, а второй мне вообще пришлось заново скрутить. Но успокаиваю себя тем, что самое главное это вкус. Обращаю внимание всех, кто будет делать шаверму. Когда будете выбирать лаваш, подбирайте такой, который гибкий. Просто возьмите упаковку и пощупайте. А для того, чтобы запечатать шавуху, я прогрел ее на гриле секунд 20 на 230. Собственно, результат. Беру назад все свои плохие слова про картофель на гриле, которые я сказал в обзоре на Тефаль. Ключ ко вкусному картофелю — это нарезать кусочки более толсто, чем я сделал в тот раз, смазать их маслом хорошенько, а лучше прям промариновать минут 10. Ну и готовьте так, как я показал. Получается очень круто и вкусно. Прям шикарно. Так, попробуем, что получилось. Давно хотел шаверму, но у меня на районе не продают вкусную. Надеюсь, что у меня хоть получилось. Это так кормят в раю. Рецепт соуса кажется вычурно простым, но поверьте, он такой вкусный. С ним бы я съел даже одни овощи и не обломался. Очень вкусно получилось. Рецепт рабочий, берите на заметку. А теперь настало утро, лучшее время для завтрака. Я буду готовить яйца с беконом, сосисками и помидоркой, используя возможности гриля. Я разогрел его до 230 и в первую очередь готовил бекон, с расчетом на то, что из него вытопится жир, на котором можно обжарить сосиски. Буквально по минуте с каждой стороны до образования поджаристых полосок от гриля. Затем сосиски, время от времени я их переворачивал, через 5 минут закончил приготовление. Получилось красиво, но 230 для них многовато, используйте 200. А пока готовились сосиски, я нарезал помидорку на 3 толстые шайбы и посолил. Для продолжения я пользуюсь возможностью разложить гриль на 180 градусов. На ребристую сторону выкладываю помидоры, на гладкую разбиваю яйца. К этому моменту я не убавлял температуру, и вы видите, как быстро прихватываются яйца. В любом случае я готовлю по технологии Scramble, но для второй партии убавил температуру до 100. И вот это уже было идеально. Яйца посолил,
разбил и добавил туда немного пармезана для вкуса. Помидор тоже, как видите, прекрасно себя чувствует, 230 градусов ему хватает. Результат говорит за себя, все очень вкусное, все очень сочное. Я бы сказал, это очень и очень хорошее начало дня. А теперь подведем итоги. Мы с вами имеем два хороших гриля. И у каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Сначала я постараюсь сформулировать как можно более объективную позицию, напрямую сопоставив все выделенные мной плюсы и минусы. А затем выражу субъективное мнение. Объективно говоря, часть недостатков у данных электрогрилей как бы является естественным продолжением их достоинств. И наоборот. Но часть их достоинств я никак не могу назвать недостатками. Такие достоинства я назову железными. В первую очередь посмотрим, у кого из них больше этих железных достоинств. Начнем с Тефали. Первое его абсолютное преимущество – это простота в управлении. Вспомните, как я загружал стейк. На DeLonghi мне приходилось задавать нагрев нижней пластины, нагрев верхней пластины, и после этого еще как-то стараться вручную настроить таймер. На Тефали все, что от меня требовалось, это нажать на кнопку стейк и нажать на кнопку ОК. На этом все. Второе железное достоинство Тефали – это их фирменная система адаптивного определения готовности продуктов. Этот датчик избавляет нас от необходимости не только использования таймера, но и от необходимости вообще хоть в каком-то виде продумывать время приготовления. Этот гриль ориентируется сам, исходя из заданной программы, толщины продукта и его первоначальной температуры. Нам остается только следить за цветом индикатора. Он меняется очень плавно, и если к этой системе приноровиться, то ее можно использовать весьма успешно и получать от этого удовольствие. Эти фишки, на мой взгляд, его и продают. Ну и на этом, пожалуй, все. Теперь DeLonghi. Первое железное преимущество. Это все, что связано с нагревом. Его пиковая температура выше, сами пластины более толстые и лучше удерживают тепло. Нагревательный элемент в эти пластины встроен, то есть само нагревание происходит более эффективно и более быстро. Второе железное преимущество – возможность раскрыть его на 180 градусов. Сначала я скептически отнесся к этой фишке, потому что у него нет бортиков, хотя бы небольших, как у сковороды, и поэтому все будет разбрызгиваться во все стороны, я не понимал, зачем этим пользоваться. Но когда я приготовил завтрак, я понял, что с этим в принципе можно работать, и при этом не пачкать дополнительную сковороду. Третье железное преимущество. Пластины легче мыть. Вы посмотрите на то, как устроена пластина-гриль на Тефали. Эти полосочки очень узкие и расположены очень близко друг к другу. В эти щели бывает не залезешь, поэтому я бывает использую щетку, чтобы его прочищать. У DeLonghi расстояние между полосками достаточно большое. 1 сантиметр. Расстояние в 1 сантиметр вполне достаточно, чтобы прочистить даже пальцем. Ну и на этом тоже все. Железные достоинства перечислены. На мой взгляд, эти достоинства находятся вообще в разных плоскостях. А учитывая, что и тот, и другой гриль со своей работой справляются, однозначного выбора на основе этих достоинств сделать, на мой взгляд, нельзя. Тут нужно определиться, что важнее для вас. А теперь перейдем к остальным плюсам и минусам. Плюс к Тефалю – его компактность. 37 сантиметров против 47, плюс-минус примерно. Глубина одинаковая, 34 сантиметра, 34 и 35. Отсюда же вытекает минус – меньшая вместительность. Соответственно, у DeLonghi плюс – это большая вместительность, а минус – это большие размеры и громоздкость. Следующее преимущество Тефали – меньше разбрызгивает жир. Я думаю, это достигается за счет комплекса технических решений, в том числе наклон пластин, вот эти вот заусенцы на пластинах, которые я показывал. Но из этого же вытекают и недостатки. На наклонных пластинах не так удобно готовить сосиски, например. Соответственно, DeLonghi проигрывает в том, что на нем больше разбрызгивается жир, но с другой стороны выигрывает в удобстве приготовления продуктов, которые умеют перекатываться. Это, пожалуй, основные моменты, все остальное достаточно спорное. Например, комплект пластин. Кто-то скажет, что это неудобно, что идет одна плоская, другая ребристая. А по-моему, это не хорошо и не плохо. Учитывая, что он может раскрываться на 180, плоская пластина тоже достаточно полезна. Но, конечно, с точки зрения потребителя, мне бы хотелось, чтобы они прикладывали сюда вообще все пластины, которые только можно, а цену оставили такой же. Подытожу своим субъективным мнением. На мой взгляд, нельзя назвать ни один из этих грилей хуже другого. Любая вещь становится хуже или лучше в отношении потребностей конкретного человека. Например, для моей мамы я считаю, что лучше подойдет Тефаль. Он заметно легче, он компактнее, ей этой вместительности достаточно. В программах она с первого дня разобралась и может пользоваться им в свое удовольствие. Он работает, продукты готовит, все получается вкусно. Для личного пользования я бы купил DeLonghi.
Я не хочу сравнивать с айфоном и андроидом, потому что это совсем разные вещи, но достаточно близкие. Здесь у нас сведена к минимуму возможность ручной настройки. Она выражается только в кнопке, которой можно задать температуру – красную, желтую, оранжевую или зеленую. Но в целом производитель постарался сделать так, чтобы пользоваться было удобно всем. Он предоставил автоматические программы, убрал все лишнее и получился хороший продукт. DeLonghi как будто бы пошел от обратного. У него отсутствуют автоматические программы, но зато он предоставляет возможность более тонкой ручной настройки. Мы можем регулировать степень открывания гриля, можем его откинуть, если захотим, можем задать разную температуру на разные панели. В общем и целом он создает впечатление более профессионального устройства. Я рад, что я его попробовал, и честно говоря, у меня даже была мысль, если мне не понравится, в течение 7 дней вернуть его в магазин. Но, пожалуй, оставлю себе. Еще раз хочу подчеркнуть, что я не говорю, что Tefal плохой гриль. Tefal это отличный гриль. Моя семья сейчас на нем очень много готовит. Я на нем очень много готовил. Есть даже видео про это, если вы еще не заметили. Вот такое получилось видео. Надеюсь, оно для вас оказалось полезным, и у меня получилось ознакомить вас с данными устройствами. Если вам все понравилось, не пожалейте лайк, подпишитесь на мой канал, это для меня очень важно. Следующий обзор техники планирую на индукционную плитку Xiaomi. А на сегодня все. С вами был Максим. До новых встреч. Пока.